Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу рассказать вам про китовый или китовый, как удобнее, объектив 16-50 мм f3.5, f6.3, VR для APS-C камер Nikon с байонетом Z. Я вообще китами не брезгую, поэтому тоже зачастую у меня на канале можно увидеть на разные в разных системах киты обзоры, потому что, я так считаю, что не обязательно покупать голую тушку человеку, который только в какую-то систему входит, и сразу же затариваться светосильными фиксами на все фокусные, какие возможны. Это огромная трата денег сразу сходу, просто непонятно нахера. Можно на самом деле зачастую обойтись и каким-нибудь легким, компактным, темненьким, вот этим зумчиком на первое время. Много задач вполне себе способен решать и китовый объектив, тем более, что сейчас они далеко не ужасны. Потому что у большинства китовых объективов или есть оптическая стабилизация в нем, в оптике, или же есть стабилизация на матрице в камерах. Соответственно, у тебя его недостаток светосилы, когда ты в сложных условиях снимаешь, компенсируется все-таки возможностью сделать выдержку подлиннее и не поднимать ISO, и, соответственно, картинку не поганить. Так что всяческие современные мелкие киты, которые существуют, они все равно, конечно, понятно абсолютно, что хуже, чем какие-то топовые стекла, хуже, чем фиксы. Это просто без каких-то вопросов. Я не ставлю под вопрос, что другие стекла гораздо круче, чем он. Мы сейчас вот так вот умозрительно, просто обобщенно говорим о том, что кит — это не самое страшное, что может с тобой случиться, особенно если у тебя руки не жопы, ты понимаешь, что ты от него хочешь, и понимаешь его какие-то ограничения, и можешь воспользоваться им по своему усмотрению. И какой-нибудь современный кит может вполне себе быть нормальной такой вещицей на каждый день и больших каких-то переживаний у тебя не вызывать. Во времена зеркальных кропов, невысоких разрешений у матриц, да и достаточно толстых антимуарных фильтров, вот этих вот всяких сглаживающих, которые стояли перед сенсором, собственно, перед матрицей, которая воспринимала картинку. В общем, было в целом все довольно мыльновато у всех, поэтому можно было в те стародавние времена немножко подзабить на общее качество какое-то вот этих недорогих стекол. Их вполне себе можно было тогда называть иронично затычками, потому что, реально, это смехотворная какая-нибудь фигня, которая там с пластиковым байонетом, лишь бы просто дырку в камере заткнуть, и было что-то перед матрицей, хоть какое-то, стеклышко. Но с развитием фототехники все, конечно же, стало меняться. Во-первых, стали убирать люди сглаживающий вот этот антиалиазинг фильтр с матриц вообще в целом. Сначала они истончали их, делали тоньше, прозрачнее. Теперь они вообще все практически производители убрали к чертовой бабушке. По-моему, только у Canon остались сглаживающие фильтры. Непонятно, кстати, какие, потому что на топовых стеклах там муар так и лезет тоже. В общем, большая часть производителей, все практически, убрали сглаживающие фильтры с матриц. Плюс у всех выросла очень сильно мегапиксельность, и, соответственно, общее разрешение снимков стало очень высоким. Прям реально там на кропах есть матрицы, там у того же Canon на 32 мегапикселя, у Fujifilm сейчас на 40 мегапикселов присутствует камера. И теперь уже невозможно забить на качество кита, прям совсем уж болт положить на него, невозможно сделать мыльный какой-то кит, потому что, во-первых, пользователи не поймут, скажут, алло, что это такое? И техноблогеры какие-нибудь засмеют и будут глумиться над твоей оптической беспомощностью. Первые отличные киты, пожалуй, появились все-таки у ранних беззеркалок, таких как система Micro 4 третьих, на Panasonic, на Olympus, потому что все-таки матрица маленькая, размер пикселов достаточно мелкий, соответственно, там убирались у них также сглаживающие фильтры, и ты уже не можешь сделать хреновую какую-то оптику, ты обязан уже сделать тогда достаточно качественное стекло. Объективы эти, может быть, сейчас стали чуть подороже, чем когда-то были раньше, вот в стародавние времена какие-нибудь киты для зеркалок, они стоили, как коробок спичек, как, пакет чипсов. Я утрирую, но реально они были супер дешевые. Сейчас все киты стали гораздо дороже за счет того, что все-таки у них действительно увеличилось качество, улучшились они. И они все еще остаются достаточно все темными, у всех, стандартно, 3.5, 5.6, 3.5, 6.3, такие вот примерно диапазоны светосилы.
фокусных там тоже расстояний, диапазоны такие в районе там, от 24 до 70 в эквиваленте или там 28-80 в эквиваленте. И там понятное дело, что все далеко не идеально. То есть у тебя и дисторсия на широком углу обязательно будет бочкообразная, и хроматические аберрации в каких-то сложных условиях у тебя полезут. Ну, в общем, всевозможные оптические искажения из-за того, что это все-таки дешманское стекло, там будут обязательно. Но вот именно разрешающая способность у них все равно обязана быть на высоте, потому что хроматические операции ты можешь убрать в редакторе, дисторсию ты тоже можешь исправить в редакторе. Большинство, кстати, камер сейчас уже и в самой тушке все это прекрасно исправляет, даже без твоего какого-то особого участия. Просто профиль объектива подгружается автоматом, у тебя все сразу красиво уже там. А вот если картинка будет мыльной, то это будет очень сильно бросаться в глаза. На современных-то, да, особенно если там сейчас люди любят попиксельно прям поразглядывать, понадрачивать на картинку. Вы же меня просите выкладывать картинки, я это делаю в Телеграме. Вот там можете тоже разглядывать, пиксель-дрочить. Ну, в общем, я к тому, что мыльную картинку ты сейчас никак не исправишь все равно, даже вот в этот момент такой, да, расцвета всяких искусственных интеллектов и прочего, они могут улучшить картинку, сделать ее фейково резкой на свое усмотрение, но ты все равно потеряешь те детали, которые тебе нужны были бы, потому что, ну, искусственный интеллект, какой бы он суперумный не был, он не знает, что там по факту-то было. Так что к современным актуальным китам, наверное, уже не стоит относиться с таким сильным пренебрежением и каким-то, да, там, пафосом, как мы это раньше делали, что фу, затычка. Нет, конечно, сейчас это далеко не так. Зачастую у них с общим качеством картинки все очень даже хорошо. И что на камере Nikon Z5 хорошо себя показывал полнокадровый, их такой недорогой складной кит 24-50 мм, да, тоже со светосилой 3.5, 6.3. Так и наш сегодняшний герой, в общем-то, вещь далеко не стыдная. Да, конечно, у него дурацкая тоже складная конструкция, которую я очень не люблю, но, тем не менее, у него при этом еще и достаточно удачный разлет фокусных расстояний, это 16-50, что на кропе, ну, в эквиваленте получается 24-75 мм. Ну и у него есть также оптическая стабилизация, которая довольно неплохо отрабатывает, ну, стоп-4 точно компенсирует совершенно без проблем, потому что, к сожалению, это важно, потому что, к сожалению, нет у никоновских кропов сейчас почему-то вот на этом офигенном огромном байонете стабилизатора на матрице, а вот это было бы круто, потому что там ему реально было бы где разгуляться, и, к большому сожалению, Nikon почему-то делает стабы только на полнокадровых своих камерах. Ладно, хватит философствовать, давайте я сейчас вам объектив покажу, и потом уже перейдем к картинкам. Это такой типичный, простенький пластиковый кит от Nikon с парковочкой, все как мы уже привыкли за многие последние года у Nikon, что выходило. Но давайте все же рассмотрим его так, чуть повнимательнее. Тут, как видите, даже байонетное крепление. Тоже все пластиковое. Конечно же, нет никакой влагозащиты, хотя тут какой-то пластиковый наплыв небольшой есть. Наверное, может быть, какую-то номинальную защиту от небольших брызг все же получит объектив, если они там, да, как-то сверху или сбоку полетят. Но в целом я бы на это все не надеялся. То есть, по сути, короче, здесь влагозащиты никакой нет, полностью она отсутствует. Ну и пластиковый байонет. В пластике здесь, конечно, хороший, качественный, но я не думаю, что он имеет бесконечный срок жизни. Потому что если ты снимаешь, надеваешь, он все равно немножечко изнашивается со временем. Написано, что сделано в Таиланде. Колечко фокусировки здесь очень узкое, оно пластиковое, расположено ближе к основанию. И, конечно же, оно электронное, то есть оно крутится в любую сторону сколько угодно. Никаких кнопок или переключателей на объективе здесь нет нигде на корпусе. Объектив распарковывается очень просто, банально сдвигом просто кольца зума. Вот ты так вот сдвигаешь, изменяешь фокусное расстояние, и вот у тебя стартует он с 16 мм и до 50, что в эквиваленте равняется такому разлету фокусных, как 24 мм на 75 мм. Выезжают, конечно же, две сразу вот эти телескопические секции, и объектив увеличивается ровно в 2 раза, наверное, в ширину, в высоту, я не знаю, смотря как смотреть, короче. Ну, в общем, он становится длиннее в 2 раза. Бленда тут вообще никак не предусмотрено. Диаметр светофильтра 46 мм. Ну, минимальная дистанция фокусировки здесь 20 сантиметров. И напомню, что я ненавижу парковку объективов, потому что, ну,
все равно в конечном счете ты будешь ходить с объективом именно вот в таком виде, как он сейчас, и типа, почему его сразу таким не сделать, непонятно, потому что, ну хорошо, вот я его сложил, он стал в 2 раза меньше. При транспортировке в этом есть смысл, наверное, да, но опять же, здесь экономится размер такой, что коробок спичек ты максимум сможешь дополнительно туда, в этот объем, получается, положить. И смысл в этом? У меня рюкзак, конечно, не бездонный, но и не совсем уж микроскопический. Я туда по 4-5 камер засовываю с объективами, так что странное решение. Не люблю я вот эту всю фигню. Ну ладно, здесь хотя бы кнопки нет, это чуть меньше бесит, и объектив, в общем, неплох. Ну и так как объектив реально очень мелкий и легкий, его действительно легко, собственно, взять с собой. Особенно если ты хочешь как-то непринужденно снимать всяческую ерунду, в каком-нибудь путешествии, где-нибудь на бегу, просто используя свою камеру как какую-то записную книжку, щелкая все подряд. Ты же не берешь кит вот этот с собой в какой-нибудь, да, там, забег или прогулку для того, чтобы просто начать бешено срать шедеврами. Ты просто щелкаешь всякую ерундистику и не паришься особо. Ну и очевидно, что у объектива есть такая прям солидная дисторсия на широком углу, но, опять же, как я уже говорил в начале ролика, и в самой тушке прекрасно дисторсия исправляется, и профилем объектива в редакторе все это автоматом исправляется. Или же можно ручками по вкусу, если уж тебе так хочется, исправлять дисторсию. И, в общем, добиться в современном мире сейчас вот таком технологичном ровных углов на картинке не так уж сложно путем буквально нажатия там пары кнопочек или там передергивания пары ползунков в разные стороны. В общем-то, разные архитектурные какие-то вещи, на него снимать очень приятно. Я каких-то проблем с этим не испытал. Ну и в пейзаже объектив показывает себя очень даже неплохо, потому что он охеренно резкий, ну на закрытых, конечно, дырках я имею в виду, то есть, от f6.3 до f8 я в основном использовал диафрагмы, когда снимал какие-то пейзажи, и там просто, все очень резко, только к самому-самому краешку немножко там чуть-чуть мыльца появляется, такого не сильно значительного. По большому счету там все прекрасно с детализацией, когда закрываешь дырку. Я скидывал, кстати говоря, вам картинки в Телеграме документами, там где-то с месяц назад. Вы могли совершенно спокойно открыть, посмотреть в полном размере, убедиться в том, что он охренеть какой резкий этот объектив, ну и вообще какую картинку он выдает, заценить. Если что, напоминаю, что у меня Телеграм-канал появился, там и актуальные всякие новости появляются, фоточки я туда пощу из каких-то своих фотосетов, часто спойлерю, что я там сейчас тестирую и так далее. То есть, подписывайтесь на Телеграм, он у меня по ссылке в описании присутствует. Ну и в особо сложных условиях, когда, допустим, контролирую какой-то свет, особенно светит через какие-нибудь веточки, то, понятное дело, у тебя полезут из всех щелей хроматические аберрации. Но, опять же, хочу сказать, что их не так уж много у этого объектива, они только по самым краям картинки, в середине все достаточно чистенько, в общем, реально довольно неплохо. И, в общем-то, с хроматическими аберрациями я тоже каких-то бед особо с ним не знал. Ну, да, они и есть, но их не такое уж количество большое, да их легко, в общем-то, исправить, опять же, в редакторе.
И оптическая схема у этого объектива далеко не примитивная. Здесь 9 элементов в 7 группах, один элемент со сверхнизкой дисперсией и аж 4 асферических элемента. Так что тут довольно неплохо исправлены различные искажения, но все равно, конечно, стекло не идеальное. Минимальная дистанция фокусировки всего лишь 20 сантиметров, что, в общем-то, неплохо тоже, позволяет вполне себе делать с близкого расстояния какие-то интересные кадры с хорошим микроконтрастом, то есть там, опять же, резкость не падает, ничего не мылится, то есть нормально выглядит абсолютно картинка. Понятно, что с увеличением 1 к 5 это не макро, конечно, диапазон, но все равно, тем не менее, можно какие-то симпатичные снимки сделать. С бликами и засветками здесь, в общем-то, тоже все в порядке. Я, по крайней мере, с ними особо не сталкивался, потому что у меня бывали объективы, которые там едва где-то солнце в кадре появляется, у тебя уже блики там из всех щелей лезут от боковых каких-то перезасветок. Здесь такого нет, конечно же. Может быть, там какие-то пересветы могут произойти. Я, по крайней мере, лично с ними не столкнулся, а я немало снимал в разных условиях. Фокусировка у него довольно шустрая и без каких-либо там, знаете ли, рывков. К тому же, кстати говоря, при записи видео у него есть программная коррекция дыхания фокуса, которая, кстати, и без коррекции это не особо большое. И стрит-фоточек, понятное дело, с таким мелким объективом я достаточно большое количество разных понаделал. Я там тестировал, по-разному делал фокусировку, там то по одной точке в середине, допустим, мелкой фокусировался, то включал, допустим, слежение по глазам с следящим фокусом. И знаете, вообще иногда он, конечно, промахивался, но не так, чтобы уж очень часто. В общем-то, в большинстве случаев довольно неплохо, опять же, фокус и у Nikon справляется, и скорость объектива вполне себе позволяет как-то, не мазать. И чего от кита обычно вообще никак не требуют, это, поснимать портреты. Даже с этим он, в общем-то, справляется худо-бедно. Особенно если тебе не так уж важна какая-то высокохудожественная бакешка, а важно все-таки запечатлеть человека. Я сделал частично одну фотосессию со своей подругой на этот объектив с Nikon Z30. И даже где размытие хоть какое-то присутствует, все-таки оно, опять же, не страшненькое, оно довольно неплохое, приятное, потому что здесь скругленная 7-лепестковая диафрагма, она дает, в общем-то, такое достаточно мягонькое, неплохое размытие. Но, с другой стороны, достаточно высокая резкость, даже излишняя, наверное, для такого рода съемок у этого объектива, она не очень хороша, потому что тебе придется тогда на посте еще возиться с ретушью всяческой. Лучше для каких-то няшных портретов, в данном случае у нас не были такие уж там, не было задачи няшность какую-то снять, но в целом лучше объектив использовать, если ты собираешься людей снимать для какого-то такого там резкого, дерзкого стрита, какой-то такой честной фотографии, где ты не будешь прибегать к ретуши, где все изъяны можно как раз наоборот подсветить. И как по мне, 16-50 мм этот кит Nikon очень даже
Хорошее стекло, ну, несмотря на то, что даже у него пластиковая конструкция, пластиковый байонет, в общем, складная вот эта конструкция, которая мне просто дико ебучая, складная вот эта вот херня не нравится. Но снимки на него получаются вполне себе нормальные. Конечно, это не какое-то там будет божественное откровение, когда ты будешь снимать на него, ничего такого от него можно не ждать, но он действительно снимает нормально, и каких-то претензий больших по качеству снимков у меня к нему нет. Ну, опять, как я в самом начале ролика сказал, если перед вот этим обычным темным китом не ставить каких-то невероятных сверхзадач, которые он по умолчанию не может исполнить, то ты не будешь разочарован. То есть ты используй его просто в таких обстоятельствах, где он нормально может себя проявить, и все будет в порядке. И если ты понимаешь ограничения подобного стекла, то ты, конечно же, сможешь пользоваться им без каких-либо страданий. Мне он вполне себе зашел, особенно для каких-то путешествий налегке, для съемки какой-нибудь архитектуры, пейзажей, с возможностью тут же там внезапно взять и сфотографировать, допустим, стрит от бедра. Ну, а я надеюсь, что обзор мой окажется для вас полезен, потому что, ну, мало ли, вдруг кто-то из моих подписчиков думает, не прикупить ли ему голую тушку, допустим, от Nikon кропнутую, и тут же фиксами ее снабдить. Честно, можете на самом-то деле немножко переплатить за кит, потому что он там, получается, дешевле достается, чем отдельно его покупать. Он абсолютно не ужасен, и им, в общем, совершенно не зашкварно попользоваться. Ну и на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Желаю вам хороших снимков и до новых встреч.